Ребята, всем добрый день! Я вновь среди своих любимых хоечек и орхидей. В общем-то, слышу аромат, не могу понять, откуда же он исходит. Пошла по всем полочкам смотреть. Знаю, что каудаты не ароматят. Кстати, девочки, моя каудата Gold. Так я ее покупала, как Gold. Вон ее листья, вон ее цветоносы. Она не ароматит, поэтому это не она. Но посмотрите, какой уже длинный ус. Смотрите, надо уже его ловить. Пока я ее усик положила на калимантан, калистофилу. Калистофила тоже еще не открыла свои бутоны, поэтому это не она. Видите? Очередное цветение калистофилы будет здесь, но это не ее аромат. Ой, чуть не свалила с полки свой клеменсиорум. Кстати, очень быстро высыхают эти стаканчики, грунт в этих стаканчиках. Но сильно не заливаю, потому что понимаю, что могу навредить. И я начала свои поиски со всех сторон. Обошла, Лиза уже не цветет. И вот здесь я чувствую, что здесь аромат становится все ярче и ярче. И это только первый день цветения, первый вечер цветения вот этой прекрасной акуты вариегаты. Смотрите, какая красавица. Это я сегодня вместе с вами вижу в первый раз ее цветение. Это наше первое цветение. С чем вас и нас поздравляю. Посмотрите, какая прелесть. Еще полностью не раскрылись ее все цветы. Ну, невероятное. И, кстати, аромат такой интересный. Он такой... Ну, такой интересный. Не сильно навязчивый, но он есть в вечернее время. Ой, я прям увидела сейчас цветущую Джулию. Мне захотелось сделать вот так. Фото на память. Да? Классно. Сама нежность в таких оттенках. В общем-то, нашла я источник этого вкуснючего аромата. И я была права, что он на верхней полочке стеллажа. Кто здесь еще цветет? Да, в принципе, кроме нее никто. Но цветоносы имеют, продолжает свои цветоносы. Каудата Splash. Она у меня загоревшая здесь такая. Девочки, лампу включаю вот эту уже часов 5 вечера. И все равно... Она загоревшая. Утром тут буквально пару часов утреннего солнца, но она вот такая у меня red. Вы знаете, с Индонезии приходят растения, я про хоечки именно говорю, под названием, там, например, клеменсиорум red. То есть он, в принципе, у вас вот такой станет со временем. Ну вот так вот под их солнцем, как у меня под лампой ведет себя каудата, так у них ведут клеменсиорумы, вот так загорают. У меня здесь клеменсиорум под этой лампой не загорает, хотя загорает Николсона. Очень вот такая вот, видите, там где тенек, вот листик на листик, там мятный цвет. Она мне даже мятная больше нравится, чем вот такая вот с розовинкой. Хотя... С розовинкой тоже ничего. И вот это загорело, а клеменсиорум здесь не загорает. Может, потому что лист отвернут. Хотя, не знаю. Он как поперек стоит. Здесь у него еще два новых листика. Это клеменсиорум Индонезия. Наконец-то я дождалась. Вы помните, как долго не было никаких намеков на листья? Первый на этом 2-метровом. Ой, он, по-моему, уже больше, чем 2 метра. Дальше растет ус. Первым вырос вот этот большой лист, я вам показывала. Вот он, красавчик.
просто замечательный, такой фактурный, девочки, это невероятно. И вот появился следующий, ниже узлом. Вот, смотрите, прям у них междоузлие приличное. Вот, следующий появился листик. Здесь дальше ничего нет. Это старые листики прошлого сезона. И смотрите, получается один, второй. И вот здесь прям богатый узел с 2 листиками. И дальше тишина. Там у меня Potsi Splash. Что-то нет желающих на эту прекрасную хою. Девочки, очень интересная хоя. Почему не хотят ее приобрести, я не знаю. Мне она вот очень нравится. Вот такой салатовый цвет листа у нее замечательный. Ну, на это у меня были желающие. И я девчонкам предлагала черенки с резом. Здесь у меня была веточка внизу. Она как-то была такая, знаете, как-то... Она выросла до определенного момента и перестала расти. И меня ее срезала на череночки, и я решила вот так вот пустить вот этот усик. Вот так, видите, вот. Он такой розовый, интересный. И это первый наш цветонос. И самое первое цветение, вот у хой можно видеть, какое по счету приблизительно цветение. Вот когда первое цветение, вы это увидите, оно первое, видите? Это сформировался первый ряд этих бутончиков. Потом, когда она отцветет, скорее всего, это будет пару дней, она сбросит цветочки, но останутся, как у деревьев, знаете, вот такие кольца вековые, так и здесь останется ободочек, говорящий о том, что были здесь бутоны. Вот здесь, кстати, появляются маленькие листочки. Интересно. Так, и в общем-то, кто здесь цветет? У меня здесь третье уже, не второе, а третье цветение формирует Undulata Long Leaves. Такая красотка. Кстати, у меня в продаже есть черенок от этой моей ундулаты. Кто заинтересуется, пишите, звоните. Ну, может быть, возможно, на момент выпуска этого видео он еще у меня будет. Ну, а может и нет, не знаю, девочки. Я, как всегда, запаздываю со своими видео. Но вот видите, какая красота. Формируется уже третье цветение ундулаты. Такой у нее загоревший красивый лист. Если посмотреть, то вот такая она на самом деле может быть без ламп. Лампы у меня не мощные, 18 Вт. Но я думаю, что это влияние окна. Хотя уже здесь у меня затенение. Все равно она загар свой не снимает. Она в нем с утра до вечера. Так, Borneo Гунингадинг тоже я делилась много с девочками. Здесь еще есть, кто желает поделиться, череночки я тоже могу срезать. Такая красивая тоже хоя. Она мне очень нравится. Я вижу, что у нее пошел новый ус. И надо будет его немножечко упорядочить его рост, потому что он хочет сюда расти к окну. И вот здесь что-то я вижу еще у нее. Видимо, еще одни почечки еще раскрыла. Это после обрезки основного уса. Я где-то 3 или 4 череночка девчонкам посрезала. И вот она решила пробудить почечки. Так, здесь мой любимчик Ачех. Он молодец у меня вообще, смотрите. Вот эти 2 листика. И сверху еще узлик с одним листом. И вот 2 маленьких листика. И он все дальше идет, идет, идет. Он берет пример со своего старшего брата Клеменсиорума Индонезия. У них разная фактура листа. Мне кажется, что разная, да. У этого более выпуклый рисунок на листьях, более такой, знаете, ощущается здесь. Но тоже ощущается, но все равно они разные, очень разные. Так, знаете, я что порадовалась? У меня очень долго стоял на месте,
Я вам рассказывала, и не хотел манипуренсис расти. Тот, который манипуренсис фила. И вот он наконец-то, смотрите, да еще дал 2 точки роста, и листик его даже с варигатностью растит. Такой молодец. Я уж и не надеялась. Это очень такая хуя не быстрая. Я бы сказала, очень не спешащая идти в рост. Ну, надеюсь, что она меня не разочарует. Мне нравится форма листа интересная, такая треугольная. Так, ну жду, конечно же, цветения своего красивого калимантан. Ну, что отрадно, что цветет, это хорошо. Вот здесь, кстати, тоже, он постоянно цветет. Вот здесь тоже бутоны на втором цветоносе. Но вы знаете, он вот этот ус огромный дал. И вот он, я вам рассказывала, пошел туда. И вот я сейчас попробую вам показать, какой здесь, по-моему, вот это его ус я пошевелю. Вот, туда уже ушел, видите? А листьев зась нет листьев. Это Потси так разросся. Так, а чей это ус? Убежал. Вот, у тебя тут усик есть. А он его вот так вот, все, я его сюда на опору немножко. Видите, надо следить за усами. Говорят, следите за руками, тут надо следить за усами. И вот еще один усик, знаете чей? Вот этой красотки Финлайсони. Она сейчас обрастает, вот усики обрастают. Возможно, когда здесь дальше листики появятся, то можно будет черенкануть для желающих и любителей крокодильчиков таких красивых. Это Финлайсони Long Leaves. У нее красивый такой листик, очень классный. Здесь по краю прям, знаете, как консервные, как край консервной банки. Очень тактильно прикольный. Кто не может себе позволить Клеменсиору, в принципе, Финлайсони как аналог очень даже must have. Так, здесь у меня тоже ус большой, вот туда уже уходит, растит мой Рангсан. Тоже рекомендую, классная хоечка. Так, ну а эта цвести там собралась, корзинок понавыпускала, ус выпустила. Вообще, молодец, молодец. Но главное, что мы с вами нашли источник вдохновения на сегодняшний вечер, источник радости, источник приятного, вкусного аромата. Мы с вами как пчелки прилетели на ее вкусный аромат. Ой, как это здорово! Как это здорово! Радует и хои, радует и орхидеи, радует цветы. А хои радует листиками разноплановыми и разными вариантами вот такими красивых шариков, цветочков. А листья вообще обалденные. Посмотрите, какой интересный лист у акуты вариегаты. Ее еще зовут вертицеллата. В наших узких кругах у нее 2 названия: вертицеллата вариегата, да, и акута вариегата. Смотрите, как по-разному расположилась на листьях вариегатность внутренняя. Очень интересно. Очень интересно. Так, я еще хочу посмотреть с вами на Silver Dollar. Так, здесь у меня по пути расскажу историю, которая приключилась на днях. Вот с этой прекрасной хоей обоватой варieгатой. Тоже ее обожаю. Цветунья. Красиво цветет. Прихожу я как-то пару дней назад. Девочки, стоит передо мной абсолютно безжизненное, обезвоженное растение. Я ее, не полила. Пропустила полив, а она тут вся в корзинках. И я уж честно скажу вам, подумала, что я не смогу восстановить тургор этих листьев. Но, на мое счастье, я проливала, оставляла в блюдце воду, она выпивала, я приходила, опять поливала, и все листья вернули тургор, все без исключения. Потому что, кроме молоденькие вот податливые. Но вот эти даже верхние были обезвожены.
и безжизненно телепались на кустике. У меня просто чуть не схватил, знаете, как удар. Я подумала, что я уже попрощаюсь, думаю, надо резать черенок, что-то делать. И, кстати, лакуноза тоже у меня эскимо, сейчас тоже была в таком же состоянии, но после 2 поливов, после пересушки 1 полив, такой средний, не заливала, потом через 2 дня 2 полив и восстановила тургор. Ну, девочки напишут, что Аня, переводи всех на фитиль, и будет тебе счастье. Да, девочки, знаю, особенно вот здесь, на южном окне, в этих посадках, в керамических горшках, очень хорошо дышит корневая, но очень быстро пересыхает. Увы и ах. Друзья мои, хочу вам показать вновь свой Silver Dollar. Очень переживала. Он немножко взял паузу в росте, и я переживать начала. Но не тут-то было. Смотрите, ба-ба-барам. Новый усик пошел. И на старом наконец-то появились новые листики. Вот такие вот симпатичные. Я аж его загнула, этот ус, и страдала. Он, кстати, немножко загар с него сошел, потому что притенило окно. Загар был весной. И он прям, знаете, был даже, ну, под цвет вот этой прекрасной орхидеи. Листья у него были. Ну, сейчас он стал уже менее такой, менее загоревший, но все равно вот где достает, конечно, солнышко. Я, кстати, этого не видела. Прям какое-то у него повреждение на листьях. Ну, Silver Dollar, да, он требует аккуратного с собой обращения. Но, кстати, вот этот ус, который старый, вот он здесь, параллельно держателю, но направлен вверх. Видите, я такую петлю сделала. Он просто улегся здесь на березку с орхидеями и так устроился, что я решила, что надо этому воспрепятствовать, и загнула ус, тем самым добилась того, что он перестал обращивать его листьями. Но вот теперь он осознал свою ошибку. И теперь уже новая пара листьев появилась, чему я неслыханно рада. Очень быстро здесь, конечно, он просыхает, естественно, потому что здесь южная сторона. Так, он, кажется, не так стоял. Опа! Надо аккуратно это все делать. Вот так ему будет лучше. Так, тут у меня DS70, она же Буртони, очень классная, с загарчиком. И цветет, и пахнет здесь йогуртом. Очень милая хоечка. Мне нравится, что она такая, знаете, пышненькая. Кстати, тоже недавно поливала. Я думаю, что сегодня вечерком я, уже вечер, ну чуть позже, пройдусь еще раз с поливалочкой, налью водички, чтобы здесь стояла влага. Так, и там вон еще одна интересная хоя, это сигелатис. Сейчас мы обойдем здесь все, заодно посмотрим, кто здесь еще цветет. Смотрите, когда растила моя белая красавица гроздья. Это та, которая цвела у нас таким пышным, обильным цветением, но она не унимается, она понадоращивала, видите, что творит. Так, также цветет у меня красавчик Magic Art, но главное, что мы пытаемся добраться до сигелатиса, у которого уже тут трава растет. Смотрите, надо прополку делать. Растет трава, это Ах 001, у него такие интересные листики, более округлой формы, не такие, как у сигелатиса обычного. Мне он очень нравится, я его пустила вот так на опору. Надеюсь, что ему, в принципе, подходит. И он пытается эту опору... Слушайте, давайте вниз. Давайте вниз, потому что уже плохо видно. Пытается эту опору оплести. Вот такой вот красавчик. Новые листики такие, видите, у него. Как будто жучки. Интересный такой. Интересный.
Мне он так понравился, я решила приобрести череночек в прошлом году. И вот за полгода, осенью я его приобрела, ну больше, чем за полгода, он вот нарастил вот такую плеть. А второй ус появился, но он его пока не развивает. Ой, ах. Тут рядом сразу покажу вам свою Кэрри. Кэрри меня спрашивают частенько, я ее порезала. Но вот сейчас не режу, потому что здесь у нас вот новый лист. И ушел, варигатность ушла, потому что здесь, когда притенила окно, стало более, так, менее светлее, так скажем. Более темнее. Освещения меньше, и вот лист вырос намного больше, вот такое сердце, видите? Ну вот второй еще растет, а возможно это будет и ростик. Наша у меня в прошлом году вырастила просто огромный ус, 1,5 или даже 2 метра. И этот ус я почеренковала, там были красивые варигатные листья. Так, здесь у меня тоже компашка из орхидей и хой. Кто здесь появился? Здесь появилась внизу макрофила Pot of Gold. Она у меня что-то начала давно капризничать. Мы с вами ее пересадили. Она стояла на окне, но что-то она, как я заметила, начала терять тургор. Видимо, я забывала ее там поливать. Вернее, я поливала, но не так часто, как ей бы хотелось. И я ее... Точно горшочек с золотом. Видите, как лист вот так свернулся. Я ее поставила вниз. Тем самым я увеличила интервал между поливами. И она на это любезно согласилась. А то прям были тряпочки. Я даже во избежании потери этого вида сделала даже срезик. Сейчас мы заглянем сюда сразу. И этот срезик в тепличке пока вот так вот сидит. Но пока корней я не вижу. Я его так закрепила. Но главное, что он листики нормально в тургоре держит. Все хорошо. Надеюсь, что скоро появятся корни. Хишкелиана тут у меня. Тоже пока корней не видно. Ну, я, по-моему, недавно вам показывала эти все теплички. Ну-ка, давайте сразу на алоказию взглянем. Чего-чего. Да, пока ничего. Хотя, он что-то там. Это вот вы видите клубенек. Он настолько слился с мхом, что даже непонятно, кто есть кто. В общем, вот так. Вот так и живем. Вот так и живем, шлем вам красивые зефирные приветы. Ловите наш зефирный привет. Такая вот красота. Ну и здесь у меня, конечно, просто... Ой, собак бьюти. Прям дала 2 усища. И уже, смотрите, уже она тут подружилась с этой замечательной эллиптикой. А эллиптика с каждым днем все краше и краше. Все краше и краше. Девочки, впервые цвести собирается на 2 цветоносика. Эллиптика моя. Так она в эту сторону и не пошла. Потому что я же хотела и параллельно, чтобы было здесь рост был. Но я его почеренковала, делилась с девчонками. Так дочеренковалась, что она... Ну, думаю, ну сейчас вот обрежу еще раз, и она мне здесь где-то выстрелит. Нет, не хочет. Такая вот дамочка. Я думаю, что завтра я пройдусь с поливалкой, а может и сегодня вечером. Но здесь я вижу, что можно до завтра дотерпеть. Вот здесь она пошла вот так. Я ее, знаете, что тут произошло? Она вот так ус растила. И я решила его здесь закрепить и слегка его загнула вниз. Все, она его вот отсушила моментом. Видите, вот. И я говорю, ну все понятно. Я немножко крепеж убрала пониже, и она выдала и пошла вот так вот наверх. То есть, видите, как вот они все хотят расти только вверх, только вверх. Здесь у меня, значит, кроме эллиптики и собак бьюти и макрофилы Pot of Gold, она же латифолия, еще растет вот эта замечательная красавица Новохост.
Карноза она, по-моему, да? Но она не так активно растет, как, например, росла моя принцесса, которую я уже почеренковала. Так, и по корням она не богата, ну как-то так. Ну растет, растет, вот усик есть, но не так активно. Вот просто вот как-то так, не быстро, медленно. Возможно, ей хочется больше солнца, потому что она начала вот так, немножко зелень на ней, как если у нее сначала листья были вот такие прям залитые хорошо, а вот поставила сюда меньше света, и она вот зелень вот такую начала. Хотя здесь с утра очень хорошо освещается, не знаю, ну пока пускай здесь стоит. А Света моя, которую девчонки говорят, что это не Света, но мне кажется, что это все же Света, дает новый листик. Вот такая вот молодец. Этот вырос в тепличке, большой, красивый. Ну, что-то на него присел грибок, там же в тепличке. А вот новый листик уже на свободе растет. Кто еще у меня радует из хоечек? Я хожу и каждый день наблюдаю за развитием цветоноса хои Беллы Льюис Буис. Потому что, чтобы вы понимали, у меня это впервые. Сейчас я понюхаю, считаю аромат. Не слышу я аромата, хотя уже вечер. У меня такое ощущение, что хоя Льюис Буис не источает для нас уловимый аромат. Возможно, насекомые и распознают. Мы нет. Ну, по крайней мере, я что-то не слышу. Интересный такой фарфоровый цветочек. Все вы его знаете, все вы с ним знакомы. Он одинаковый у всех. Хой Белла. У обычных, у альбомаргинатных, у варигатных. Поэтому, если за цветение, то можно купить обычную зеленую, которая не так вредничает, как эта, и наслаждаться цветением. Так, вот потихонечку, не спеша, наращивает свои кудри моя Намбаваенсис. Последние два листика вот такие симпатичные. Я очень рада, очень рада. Но это очень медленно происходит, но мы никуда не спешим. Так, и вот моя здесь принцесска, она теперь уже здесь. Она вот такая вот у меня. Все, девочки, никак. После последнего обзора, после последнего показа этих 3 листиков ничегошеньки не изменилось. Она задумалась, что это у нее такое здесь. Это, скорее всего, чей-то грунт. Я даже знаю, чей. Это твой? Вот, смотрите, дала ответвление моя красавица под названием Юкидан. Так, ну это будет другая история про орхидеи. Так, ну и вот. Та самая укорененная мною красавица. Уже корней много. Уже она у меня, в принципе, адаптировалась к содержанию без теплицы. Жила в этом ведре. Моя красавица ундулата. Вот с таким загаром. Так. Здесь у меня еще есть 2 хоечки. Это моя красавица Фуваенсис. Такая умница. Нарядная. Вот второй цветонос у нее. Вот. На этом цветоносе она уже, наверное, не 1-й год цветочки растит. Ну, цветочки без аромата. Интересные. Это моя а-ля каудата. Я вам часто ее показываю. А это мой интересный подаренный черенок, который я укоренила. Это моя фичи. Фичи или как? Фунги у меня другая, это фичи. Вот у них похоже название. Был период осенний, когда я заливала ее. У нее практически было мало корней, я заливала, и вот видите, что получилось. Но теперь листья идут хорошенькие. Хорошенькие.
А выглядит она интересно. Я увидела недавно ее цветение, мне понравилось. Еще молодые листья, мягкие. Вот этот вызрел, а этот мягенький еще. Интересное у нее такое цветение, желтенькое. Будет интересно понаблюдать. Этот черенок мне подарили с каким-то заказом очередным Хой. Я вообще не могла понять, кто это, но вроде как Фичи. Но надо дождаться ее цветения, тогда будет понятно. И тоже опять-таки я крутанула опять ус, вроде как так вот наверх направила, но она что-то так. Ну посмотрим, будет здесь листик или нет. Может где-то с другого места она даст новый усик. Но вот эти пары листьев, пораженные грибком от перелива, ну это 100% перелив, они так и остались. Ой-ой-ой, глаз да глаз. Хорошо, что не на нас упала ты. То мы там пока сидели, рассматривали, ты решила слетать. Она вот просто с одной стороны нарастила листьев и в одну сторону так и спешит завалиться. Есть такая у нее история. Нужно стакан, в который ее поставить для устойчивости. Надо будет это сейчас сделать, иначе в один прекрасный момент это все богатство будет на полу. В общем, друзья мои, вот такие красивые наши любимые хоечки. Вот такой наш сегодня с ними вечер. Так, я все-таки вырву этот сорняк, да? Ну, какая-то... Я, знаете, знаю, откуда это. Это, скорее всего, проса из корма лимоши. Так, сейчас освобожу руку. Еще раз вам покажу этот прекрасный сигелатис. И буду с вами прощаться. Еще одна хоя, которая стояла в другой локации. Ну, вот там, где мы сейчас с вами рассматривали. Она была в этой компании. Но на днях я заметила от солнца, которое утром шпарит на нее, вот такие следы. Представляете? Вот так вот, как солнце падает. И я ее переставила в другое место. На противоположную сторону, вот здесь. Я надеюсь, что моя красивая собака 961 здесь лучше начнет расти, но она и так неплохо растет. Ну вот хотя бы не будет вот таких ожогов на ее листве. Представляете, вот как вот солнце сюда палило, так несколько дней подряд сильные солнечные лучи ее так обпекли. Видите, до некроза. Отвратительно, что я это сразу не заметила и себе ставлю минус. Потому что вот такие вещи надо замечать, иначе потом можно остаться без такой красивой хоечки. А листья хои это такое, если уже подпортил, ну то только срезать. Ну, не хочется срезать. Ну уже как будет. Надеюсь, что не будет распространяться, если совсем распространится. Но я думаю, что не будет. Тогда я обрежу. Все, друзья мои, на этой оптимистичной ноте, кстати, листики еще не стали такими картонными. Этот вообще молодой, но мне нравится, что они такие большие растут. На этой оптимистичной ноте хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого наилучшего, ярких впечатлений от нашей жизни. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех ваших начинаниях, мирного неба, позитивного мышления, и пусть все у вас получится. Пусть ваши растения вас радуют. И я еще раз хочу вместе с вами, раз я уже здесь, на самом верху под лампой, обратить ваше внимание на этот красивый, ну просто обалденный в виде правильного шарика цветонос Хои акута вариегата. Я думаю, что все акуты цветут одинаково, независимо от их наличия или отсутствия вариегатности. Девочки, она невероятная. Это просто цукерочка. Конфетка ты моя, вкусняшка. Все, ребята, всех обнимаю.
Пока-пока. До встречи в комментариях. Спасибо вам за лайки и за позитивные комментарии. Пока-пока.